Сегодня на обзоре холодные источники Саай. И что они себя представляют? Как вы можете видеть, эдакий бассейн немножко искусственного происхождения. Частично искусственного происхождения, я бы сказал. И с маленьким бассейном для, возможно, детей. Здесь прям совсем мелко. Вот, вы можете видеть. Здесь, конечно, бассейн был чуть-чуть поглубже. Здесь, наверное, по пояс будет или что-то около того. Водичка действительно прохладная. Сейчас идет дождь. Вот так мы выпуск начинаем. И он еще усиливается. Так что наслаждайтесь Филиппинами не только в солнечную погоду, но еще в дождливую. Мне это напомнило чем-то прошлый выпуск. Пальмы с зарубками. Здесь прям детский режим, вон даже мальки плавают. Ух, действительно прохладненько. И здесь по пояс. Это больше для детей, наверное, рассчитано. Именно вот эта часть прудика, да, скажем так. Воды много. Воды прям реально много. Но тут непонятная история. Из-за того, что здесь вон из труб помогает, немножечко воды добавляет. Или все-таки на вид сверху тоже нормально так течет. Но там тоже видно, что с трубы. Я даже не знаю, здесь можно плавать? Почему они просто обошли все это стороной и не пошли плавать? Вот здесь мелко. Вот здесь можно аккуратно на воду наступить. Спуститься, так сказать. Хотя здесь водичка. Ух! Мне кажется, из-за дождя она стала чуть-чуть теплее. Вода. Чуть-чуть теплее стало. Все, я до дна не достаю. Есть какие-то правила, наверное, но за этим никто не следит. Максимум вон мешок для мусора положили. И все. Не пойму, что они там все бегают, плавают. Точнее, не плавают. Фоточки делают. Вон, девочки фоточки делают. Но здесь как будто уже особо ничего интересного. Тоже мусор. Почему-то здесь. Вот такие вот источники. Вот, как я и говорил, из трубы еще дополнительно вода идет. Должен где-то здесь приблизительно находиться. Здесь есть такая тропинка, уходящая в никуда, я так полагаю. А почему он внизу? Че за херня? Ребята, блин. Ага. Ага. Так, ну теперь аккуратненько, сидя, наверное. Сейчас сидя мы здесь посмотрим на всех этих человеков. Они посмотрят на меня, я посмотрю на них. И будем искать, где тут обход-объезд вообще.
Но он большой. Он прям большой, смотрите. Тут тоже протянута веревка. За веревку нельзя как бы наступать. Я снимал вон оттуда сверху слева, а вода течет немножко правее. Ну нормально, прозрачная вода, куча филиппинцев. Они тут и во время дождя купались. Купаться мы здесь не будем. Не хочу с кучей людей плавать. В общем, вот такой здесь водопад. Вход 75 песо. В принципе, мест посидеть есть где. Можно ли залезть сюда бесплатно? В теории давайте посмотрим. Здесь не такие большие подъемы. Не такие большие подъемы. Так что да, если очень захотеть, можно вот так здесь пролезть и подняться наверх. Собрался на источнике, блин, и телефон не выложил. Есть своя аллея, что стоит посетить на Камигуине. Итак, это как мини-аквапарк получается. Сюда люди прям со всей семьей приходят. Короче, оказывается, я пришел в аквапарк. Тут уже, конечно, поинтереснее, чем за 75 песо в этом, как его, на водопаде, но все равно. Сейчас мы обойдем по кругу. Я тут один среди филиппинцев. Все еще капает маленький дождик. Я бы назвал это, как его, не аквапарком, а, наверное, общественным бассейном. Тоже, кстати, здесь он разделен, по-моему, на две части. Один большой для всех и один маленький. Все кайфуют. Есть даже эти, как его, спасательные жилеты для детей. По глубине я вам не могу сказать, но вода достаточно прозрачная и чистая. Вода достаточно прозрачная и чистая. Прикольно, постарались. Постарались, молодцы. Один бассейн для взрослых, один бассейн для детей. Вот здесь бассейн для детей как раз. Здесь он таким каскадиком небольшим опускается.
Есть душевые, уборные и охрана. Да, вон они, товарищи. Даже медики. Вот, он здесь не глубокий. Наверное, чуть-чуть выше колена будет. Прям совсем для самых маленьких бассейн. Двигаем дальше. И после сладеньких источников мы оказываемся на пляже. Да не на простом, а на черно-белом. Очень интересный тут спуск. Каменный пляж. Крупный камень, все как мы любим. Немножко смущает вот эти вот пузырьки на берегу, но в принципе вполне себе ничего. Он, кстати, довольно-таки длинный, что в ту сторону, что в эту. Береговая линия хорошей длины. Сейчас мы можем немножко туда, в ту сторону пройтись. Только не по крупному камню, который лежит на берегу, а немножко выше, левее. На меня так все смотрят. Телефон я, правда, не взял, чтобы посмотреть, насколько длинное оно может быть. Но здесь, я думаю, можно подобрать на любой вкус и цвет. На любой вкус и цвет себе материал под жопкой. Видите, и маленький камень, и покрупнее. Местами можно встретить даже песок. Вот, например, как здесь. Но он будет, конечно, немножечко вперемешку. Он будет немножечко вперемешку. Еще надо постараться его найти. Интересное место, интересное, но не сказать, что самое лучшее. Значит, у нас остался еще один пляж. После пляжа мы делаем перерыв на обед или на завтрак. У меня и завтрака не было. И затем мы двигаем на снорклинг. Мне хоть что-то нужно. Мне нужно хоть что-то, хоть на какие-то ракушки посмотреть. Я не знаю, на хотя бы плюс-минус каких-то там 3-4 небольших рыбок. Я не прошу там каких-то черепах себе или еще что-то. Я хочу увидеть что-то, кроме песка под водой. Я думаю, мне это вполне удастся. Бывший порт. Вы можете судить это по обветшалому состоянию здания, да? Там еще въезд. В общем, здесь пострадало от тайфуна место. И здесь такое прибежище лодок теперь. Вон там кто-то сидит, рыбачит. А, у них тут снорклинг. А я думаю, почему здесь сколько тут? 5 или 6 скутеров. А тут вон все плавают, ё-моё. Не знаю, что пытаются найти. Ну, короче, они вон с масками, с трубками. Европейцы, кстати. Ладно, водолазы. Вы только посмотрите. Они еще, получается, плывут аж вот туда, за поворот. Я, конечно, маску взял, но здесь я не готов плавать. Я хочу поплавать с гидом, чтобы точно знать, где искать. Сегодня нет ни сил, ни желания бесцельно плавать в поисках. Сейчас надо будет только разобраться, где тут сначала платить. Good morning. Good morning. Good afternoon. Yes, log in first. Going for snorkeling, sir? Snorkeling. Yeah? I see. Do you have already equipment? I have mask. Yeah. There, in your pocket? No, in
motorbike. Motorbike, yeah. So from here, go to the tourism building for registration. Where? Tourism building in front of the gate. Ah, okay. The white building. Okay. Hello. Флешки продаются, и мыло, и шампуни, и чай, или что это такое? Chocolate tablet. Hello. Can I take snorkeling? Yeah. How many person? Just only one? Opposite, sir? Угу. While eating? Окей, thank. Кто-то в отзывах не советовал, типа, здесь плавать без лаз, потому что гиды уплывают. От тебя уплывают, короче. А с моим уровнем подготовки, как я держусь на воде, это будет тяжело. Ну, я хотя бы покушал.